А Хлопков, он хоть и входит в верхний, что называется, топ-10, но тем не менее, например, был такой человек, как Ильин, который больше его убил немцев. Поэтому, если взять конкретные цифры, то Ильин – это 494 человека. Потом был такой капитан Иван Сидоренко, точная цифра неизвестна, около 500. Поэтому Хлопков, он, естественно, один из выдающихся, точно так же, как и Зайцев. Но, тем не менее, он не возглавляет список лучших снайперов. А сколько у Хлопкова? 429. Есть снайперы и снайперы. Вот в западной традиции разделяется марксман, то есть выделенный стрелок, который находится в составе подразделения низового, называется уровень там, взвода, отделения, и обладает лучшим оружием, и выбивает отдельные цели в наступлении или в обороне. А есть именно снайпер. То есть, профессионал. Да, профессионал, если можно так выразиться, человек поражения одним выстрелом одной цели, который долго выслеживает цель. Это может быть офицер, это может быть какой-то посыльный. И эти люди, они действительно выделяются, и наши снайперы, наиболее знаменитые, они как раз относятся к этим снайперам одного выстрела, лучшие стрелки. Вот эта массовая подготовка, она была ориентирована именно на появление марксманов в тактическом звене. Вообще поворот в СССР к развитию вот этого снайперского дела произошел с публикацией книги Хескета Притчарда о английских снайперах Первой мировой войны. Дело в том, что немцы, когда фронт стал позиционным, стали очень активно использовать снайперов и наносили большие потери англичанам. Они были вынуждены принимать срочные меры, и из этого родилась вот эта снайперская война на Западном фронте. В СССР активно интересовались этим опытом. Именно от этого опыта учили не только ворошиловских стрелков, потому что ворошиловские стрелки – это было массовое движение на уровне миллионов. И это повышение общей стрелковой подготовки, потому что обычному стрелку тоже надо хорошо стрелять. Помимо этого были снайперские школы, которые выпускали людей тысячами. Но это были именно снайперы-марксманы. То есть те люди, которые должны были в наступлении не выслеживать цель, а выявляя, обнаруживая какие-то цели, пулеметчик, командир противника, да, и быстро выбивать. И именно поэтому нас перед войной оснастили снайперским прицелом, и это началось, мы сделали это первыми в мире. Это, можно сказать, повод для гордости. Сначала винтовку Симонова автоматическую, потом и винтовку Токарева. Она не для снайпера одного выстрела, потому что все снайперы лучшие сходятся в том, что хватает одного выстрела. Незачем стрелять из самозарядной винтовки один патрон за другим. Но для стрелков выделенных, именно для массовых действий в составе наступающихся, обороняющихся войск, хорошо подходили именно самозарядные винтовки. Поэтому в лучших снайперы попадали иной раз люди, не связанные напрямую с снайперской подготовкой довоенной и не занимавшие до определенного момента позиции именно снайперов в войсках. Тут, наверное, надо сказать несколько слов еще и о винтовке Мосина, как, наверное, самой массовой снайперской винтовке. Потому что, насколько я знаю, многие у нас не любили самозарядные винтовки из-за того, что они требовали тщательного ухода, смазки, чистки и всего прочего. А Мосинка, как мы все прекрасно знаем, штука неприхотливая. Трехлинейная винтовка Мосина. Магазинная винтовка, принятая на вооружение Российской императорской армии еще в 1891 году. Тактика, технические характеристики. Масса оружия 4 килограмма 700 граммов. Длина оружия 1 метр 232 миллиметра. Начальная скорость пули 865 метров в секунду. Прицельная дальность с оптическим прицелом до 1 километра 300 метров. Емкость магазина 5 патронов. Единственное, насколько я понимаю, там было неудобство в том, что нельзя было всунуть обойму. Это винтовка, которая была подготовлена именно для снайперской стрельбы. У нее над
ствольной коробкой находился сам прицел, и поэтому можно было заряжать по одному патрону. Но именно для снайпера это было не столь важно, потому что темп стрельбы был для него второстепенной вещью. А так, винтовка Мосина действительно выпускалась в больших количествах еще с начала 30-х, опять же, в отличие от других стран, в том числе Германии, которая забыла опыт позиционного фронта. У нас целенаправленно шли по пути изготовления специальной винтовки с доработками под прицел, хотя при этом, естественно, не делалось тех мероприятий, которые характерны для нашего времени. Во-первых, у нас только через 20 лет после войны появились специальные снайперские патроны. До этого снайперы использовали патроны валового производства. Это, естественно, не могло не сказываться на стрельбе. Они были вынуждены сами себе подбирать боеприпасы. Кроме того, фактически снайперские винтовки подбирались, опять же, из стволов валового производства улучшенными характеристиками. И то же самое относилось к другим деталям. Они подгонялись, регулировались, но тем не менее тугой спуск у Мосинки, на который многие жаловались из снайперов, приноравливались к нему, он как был недостатком, так и остался. Хотя немцы в начале войны, у них были винтовки с прицелом небольшой кратности увеличения, именно вот для марксманов, то есть для... Двухкратный, если... Даже меньше двукратный, там 1,35. Да. Да. В оправдании немцев можно сказать, что у современных американских марксманов прицел вообще однократный на винтовке М16. Это просто оружие для другой задачи. Поэтому немцы, во-первых, они охотились за СВТ, самозарядными винтовками, которые тоже были оружием повышенной эффективности по сравнению с обычными. И они очень любили именно снайперские винтовки, поскольку аналога у них не было, а война быстро выявила необходимость использования такого оружия. Потому что, во-первых, массовое применение СССР-снайперов, именно снайперов, которые выбивали офицеров, которые терроризировали позиции. Еще, наверное, надо сказать несколько слов про прицелы, потому что прицел снайперской винтовки и прицел охотничьей винтовки, даже очень хороший, это две больших разницы. Тот же самый ПУ отличался, скажем так, очень высокой степенью живучести, очень надежными механизмами. Потому что винтовка снайпера может и упасть, и там, стукнуть он ее может, и что угодно может произойти. И если у охотничьего прицела запас прочности существенно ниже, то тот же самый ПУ, насколько я понимаю, был, в общем, в своем роде гениальный механизм. Но, тем не менее, не все снайперы были в восторге от этого прицела. В частности, у него отсутствовала резиновая насадка, налобник. И, кроме того, он крепился довольно далеко от глаза стрелка, и стрелки были вынуждены так тянуться шеей к нему чуть-чуть. Это сказывалось на стрельбе, и также на прицеле не было насадки на объектив, которая позволяла защищать от солнца, и чтобы прицел не блестел. Также не всех устраивала прицельная сетка, довольно примитивная, но вот эти все нововведения в течение войны не получили путевку в жизнь. Только после войны на снайперской винтовке Драгунова появилась более развитая сетка, налобник, в общем, все те вещи, о которых мечтали снайперы времен войны. А так сами прицелы, в том числе из-за низкого качества изготовления времен войны, требовали определенной подгонки, можно сказать, индивидуальной. И часто разбалтывались механизмы регулировки. Из-за этого приходилось приноравливаться к прицелу, стрелку. Но, естественно, для опытного стрелка это не было проблем, для рядового уже. Да, и надо сказать, что немцы, когда принимали четырехкратный прицел к своим снайперским винтовкам уже во второй половине войны, они его конструировали с оглядкой на наш ПУ. Как это не покажется странным, можно сказать, такая спираль получилась. Сначала в 30-е годы на базе коммерческого немецкого прицела сделали ПЕ, его модернизировали, получился в 1939-1940 году ПУ, и потом уже немцы, можно сказать, свое изделие получили от нас обратно в модернизированном виде. Когда стала чувствоваться эффективность работы снайперов? Вот начало войны, отступление.
Были прецеденты, что кто-то начинал быстро наращивать счет? Или в процессе отступления было не до снайперских изысков? Если обращаться к документам немцев, то они очень часто жалуются на снайперов противника, то есть на хороших стрелков, буквально с первых дней. Это и по Даугавпилсу на Западной Двине, это прорыв линии Сталина на Украине, когда тоже говорит, что большие потери от вражеских снайперов, очень много солдат, убитых выстрелом в голову. То есть тот же самый признак, по которому понимали, что работает снайпер. Поэтому снайперы как таковые, вот именно массовые марксмены, они показали себя уже в первые дни, но вот из этой среды, из тех, кто массово применял винтовки с оптическим прицелом в первые дни, к сожалению, многие погибали, потому что, опять же, Украина, куда люди отступили? Отступили к Киеву, дальше был котел. Может быть, и были люди, набравшие большие счета, но мы о них не узнали просто потому, что они погибли уже в первые месяцы. Как фронт стабилизировался, сразу действительно появлялись люди. Павлюченко, это, как говорится, другой фланг фронта, это Одесса, Севастополь, тоже начальный период войны. Одесса – это еще октябрь. Севастополь, можно сказать, начиная с ноября, можно считать, что, так сказать, деятельность Павлюченко как снайпера в Севастополе и вплоть до окончания осады, по-моему, у нее самый результативный месяц был май 1942 года. Снайперы могли делать вывод по тому, что линия соприкосновения разнесена на несколько сотен метров. Если стреляют и попадают, то, скорее всего, попадают с оптикой. Поэтому следующий вывод – это снайпер. Хотя, как мы знаем, и с открытого прицела некоторые вполне успешно достигали высоких результатов на таких расстояниях. Тут надо еще сказать несколько слов о специфике подготовки снайпера. Да, но, собственно, появление снайперов на статичном фронте именно этим и объясняется, когда фронт стоит неделями, месяцами, а то и годами на одном месте, и люди изучают передний край противника до веточек, и здесь появляется простор для действий снайперов, которые, несмотря на то, что противник прячется в окопах, выкопанных в полный рост, находит себе цели. Насколько я знаю, тот же Зайцев готовил молодое поколение, раскладывая на столе какие-то предметы, давая в течение минуты посмотреть на стол, потом повернуться спиной и рассказать, где что лежит, в каком положении. Или просто убрать какой-то один предмет. Да, это уже именно когда начинались дуэли снайперов, и эти приемы, можно сказать, сохраняют свою актуальность до нынешних времен. Но это касается именно снайперов, как снайперов, когда именно идет война, в том числе и с снайперами противника, когда терроризируется такой статичный фронт. Да, да, это, опять же, относится и к современным сражениям, когда я спрашивал у тех, кто бывал в зонах боевых действий современных, и спрашивал, какое лучшее средство против снайперов, мне говорили пулемет с БТР, гранатомет, и действительно подавляли массово снайперов, когда чувствовали, что где-то снайпер, начинали прочесывать весь передний край. Читал в воспоминаниях одного немецкого снайпера, что, именно снайпера, не марксмена, что с ним всегда ходил пулеметный расчет. И если он делал прицельный выстрел, то прежде чем он его делал, пулеметчик начинал стрелять вдаль светлую. То есть, чтобы было ощущение случайности. Вот такая звукомаскировка. Да, то же самое применялось у нас, и в том числе упомянутым Охлопковым, который, когда шел бой, он стремился подладиться либо под выстрелы артиллерии, либо пулеметов, когда действительно нельзя выявить, что стрелял снайпер. То есть, помимо чисто снайперского настрела, у него, видимо, был достаточно... Очень серьезный счет именно. Потому что он почти год с января примерно по август 1942 года под Ржевом воевал пулеметчик. Просто заметили, что он хорошо стреляет, высокая точность. Вот почему его как бы в снайпера отобрали? Или методом тыка? Сочетание отбора и добровольного самовыдвижения. Потому что, на самом деле, он до войны работал в шахте и одновременно какое-то время заготовителем. То есть он был охотником. Поэтому он был одним из тех, кто вызвался в снайперы.
И с этого началась его карьера именно как снайпера, которая продолжалась потом уже многие месяцы и даже годы. То есть до 1945 года он уже был снайпером. Фронт стабилизировался. Все залезли в окопы, все попрятались от снайперов, от греха подальше. Начались снайперские дуэли. Задача выбить вражеского снайпера, чтобы он не портил жизнь, соответственно, твоим войскам. Вот на какой период приходится пик снайперских дуэлей? Какая-то статистика? Естественно, пик снайперских дуэлей – это уже вторая половина войны. Надо сказать, что, например, у того же Охлопкова, у него при большом общем счете к январю 43-го у него несколько больше сотни. А основной период его деятельности – это 43-44 год. Опять же, фронт двигался сравнительно медленно, и у противника появились уже подготовленные снайперы, а не какая-то, можно сказать, клубы самодеятельности. Здесь нужно сказать об известной легенде о том, что Зайцев в Сталинграде вел дуэль с неким майором Кёнигом, который являлся начальником некой берлинской школы подготовки. Это, как мне кажется, и исходя из тех данных, которые я имею, некая проекция нашей системы подготовки на немцев. Если человек в офицерском звании, причем немалом по снайперским меркам, то есть майор, это явно начальство и явно кто-то, кто возглавляет подразделение типа школы. Хотя, исходя из тех данных о подготовке снайперов, которые у нас есть сейчас, можно предположить, что вот этот вот майор, там Кёник его звали, не Кёник, скорее всего, это был обычный офицер с хорошей стрелковой подготовкой, например, за счет охоты или еще по каким-то причинам, например, спортсмен, который вел дуэль с советскими снайперами и сам выступал в качестве снайпера, оставаясь при этом, уж не знаю кем, артиллеристом, связистом или еще кем-то. У немцев на начальном этапе у них происходило, можно сказать, самовыдвижение в снайперы. Только потом началось массовое оснащение, массовое использование людей, массовое использование винтовок с оптическим прицелом и людей с соответствующей подготовкой. Поэтому дуэли снайперов – это скорее не Сталинград даже, и даже, может быть, не Курск, а это уже 43-44 год. Ну, дело в том, что на полевой позиции, на статичном фронте, где происходили позиционные баталии, там всегда находилось, что называется, реквизит в лице подбитых танков, в лице каких-то развороченных домов и прочего. Например, под Ржевом, таким полем битвы с множеством деталей, которые надо было отслеживать, был сам Ржев. Как мы знаем, шли уличные бои за этот город. Поэтому, и в том числе на улицах Ржева, не только на улицах Сталинграда, велись вот эти вот снайперские поединки. То же самое касалось и последующих периодов, потому что линия фронта могла проходить и через город, она могла быть заставлена битой техникой. Поэтому вот эти вот театрализованные представления, они в поле, конечно, труднее, чем в городе, но все равно организовывались. Составляющая часть работы снайпера – это нечеловеческое терпение. Потому что если ты выполз за передний край, залез в норку замаскированную и ждешь появления цели, возникают физиологические проблемы, тоже желание покурить, там, съесть что-нибудь, а ты лежишь и лежишь, лежишь и лежишь. И даже если это зима, и если сильный мороз, особо ты не пошевелишься, иначе дорого это будет стоить. Да, более того, место. большую часть работы снайпера составляло именно наблюдение, когда с использованием перископов, стереотруп, а то и обычных биноклей снайперы изучали обстановку и затем уже предпринимали некие действия для того, чтобы скрытно выйти на позицию и вот сделать тот самый единственный выстрел, который поразит врага. Говоря о снайперском деле, нужно еще поговорить и о том, что бывало со снайперами. Помните эту замечательную немецкую нашивку снайперскую? Орлиная голова с двумя желудями, которую никто из снайперов почему-то нашивать не хотел.
Ну, такую ненависть, естественно, испытывали и к пилотам противника, которые утюжили окопы. То есть тут снайперы были Не одиноки. одними, да, из предметов ненависти, поэтому, как говорится, опознавательный знак снайпера – это его винтовка, и тут, в общем, ему довольно тяжело будет отвертеться от обвинений. А так, да, снайперы вызывали ненависть, за ними охотились и понимали, что он отравляет жизнь. Да, насколько я знаю, у немцев были еще снайперы, абверовские снайперы, которые сродни современным киллерам должны были работать по VIP-целям. Ну, тут это не столько снайперы, сколько, может быть, подготовленные стрелки. А так были у немцев из Абвер-группы, но они были сродни спецназовцу. То есть они были подготовлены, чтобы просачиваться на позиции советские и, например, нападать на землянку, где находится штаб батальона. Например, под Курском работала 103-я Абвер-группа, которая отличилась в первый день наступления тем, что обезглавила штаб одного из полков на направлении главного удара немцев. И она действовала, опять же, в форме своей. Это просто прокрались по выбранному маршруту, напали на штаб батальона, и батальон был обезглавлен, его командир был взят в плен, и только потом, уже спустя некоторое время, выяснилось, что это произошло не случайно, это была тщательно спланированная операция. Естественно, такая группа формировалась, в ней были хорошие стрелки, но как некие делегаты на фронт, все же вот эти абверовские стрелки, они, естественно, не использовались. На фронте воевали снайперы в составе обычных подразделений. Если брать то же лето 1943 года, то в штате пехотной дивизии было до 1000, считалось, что должно быть по штату, подчеркну, около 1000 снайперских винтовок, и в составе обычных батальонов, полков, люди с винтовками с оптическими прицелами как осуществляли террор, так и решали какие-то задачи в обороне в наступлении, потому что задачи, они всегда одинаковые. Выбивать офицеров, выбивать пулеметчиков. А так снайперы, опять же, возвращаясь к технике, использовали так называемые бромиты. То есть это приборы для бесшумной стрельбы. И есть довольно много фотографий снайперов с такими приборами, глушителями. Наши снайперы. Да, наши снайперы. Бромит – это братья Митины. Такое аббревиатура от названия. Соответственно, во-первых, глушился звук выстрела, а во-вторых, уменьшалась вспышка. И за счет этого затруднялась противнику работа противоснайперская. И вот эти бромиты, они использовались именно характерно были для советских снайперов. По крайней мере, я ни разу не видел образца, что называется, на фотографии живой немецкой винтовки с аналогичным прибором. А если снайперские винтовки выпускались десятками тысяч, то бромиты, они были тысячами. Ну, то есть легко монтировался на ствол? Да, он одевался так же, как одевался штык. Снайперская винтовка, к ней не полагался штык, и она пристреливалась без штыка, потому что снайперу в штыковом бою, ну, это абсурд. Это, как говорится, микроскопом забивать гвозди, а бромит одеть, это вполне на то же самое посадочное место можно было. Еще такая тема. Так называемые снайперские волчьи стаи, когда не один снайпер работает против одного, причем это касается Ленинградского фронта, я читал у одного из ветеранов воспоминания, группа там 10-12 снайперов на относительно узком участке фронта вот косит все, что движется. Насколько это часто практиковалось? И было ли так же у немцев? Ну, такие волчьи стаи, они практиковались скорее в контрснайперской борьбе. Когда начинал немецкие снайперы терроризировать какой-то участок фронта, когда становилось понятно, что создают и невыносимые условия, и явно что-то готовится, то туда посылали снайперы, здесь ни один, ни два, и такая группа отвлекающая, заманивающая, и, собственно, человек, который делает выстрелы, убивает вражеского снайпера. То есть это скорее взаимная эскалация конфликта, когда на одном участке фронта сначала одна сторона терроризирует, ответные действия другой. В конечном случае это превращается в вот эти вот волчьи стаи, когда действуют уже не одиночные снайперы, а группы из нескольких снайперов, вот снайпер-наблюдатель, точнее, пар.
Да, и тут стоит подчеркнуть, что не только специальные снайперы так действовали, но и офицеры. Например, один из наших снайперов, можно сказать, находящийся не просто в десятке, а в первой тройке, это капитан Иван Сидоренко. Он был помощником начальника штаба полка. Это человек на офицерской должности, более того, на штабной, но тем не менее его счет составляет около 500 убитых немцев из снайперской винтовки. Статичный фронт, не всегда есть чем заняться в штабе. Человек по своей инициативе брал снайперскую винтовку, шел на передовую, использовал это оружие как рядовой снайпер с высокой эффективностью. И на статичном фронте такое было вполне характерно. Так что майор Кёник, вот этот вот из поединка снайпера, ну, он не мифический, это персонаж реальный, мы просто не знаем, кем он был. Он тоже мог быть или начфином, или интендантом, или еще кем-то, кто не имеет прямого отношения к ведению боевых действий, то есть не из первой линии. А Хлопков, у него, например, погиб двоюродный брат, который был с ним в одном пулеметном расчете. И человек был под Ржевом, действительно, вот в аду позиционной мясорубки, и вот из этого ада он и стал снайпером. Если мы обратимся, опять же, к его личному счету, то он такой, что к 1 января 1943 года 130, к 14 марта 147. И вот дальше уже пошел счет возрастать, к осени 43-го более 200, к зиме 44-го более 300, и весна 44-го 300, а лето 44-го уже 429. А вот что касается женщин. Насколько я знаю, женщины-снайперы были только в РКК. У немцев не было. У немцев попадали женщины на фронт в самом конце войны, но это были скорее расчеты зенитных орудий или вспомогательные подразделения. Именно женщины-снайперы были только в Красной Армии. Я читал воспоминания женщины-снайпера из Питера. Фамилию я сейчас ее не помню. Счет у нее был невеликий. Где-то, по-моему, порядка 13 человек до того, как ее ранили так, что комиссовали. Вот она описывает первый бой, в котором она участвовала вместе с подругой. Собственно говоря, для ее подруги этот бой стал и последним, потому что они напоролись на немецкого снайпера, и как только ее подруга сделала выстрел, через секунду получила пулю в голову. Соответственно, эта женщина увидела вспышку и отработала хорошо, тем самым отомстив и за подругу, и сохранив себе жизнь. А потом все как бы у нее было не слава богу. В дальнейшем ее бросили под Керчь. Она участвовала в десанте и пыталась объяснить командиру батальона, что микроскопами гвозди не забивают, что лучше, как бы, ну, она была не один снайпер в подразделении, лучше мы останемся на берегу и повышибаем пулеметчиков. Но их, тем не менее, бросили реально в цепь. И там, по-моему, из 5 или 6 человек в данном подразделении, в котором она была снайперов, она осталась одна. После чего, когда они откатились назад, она взяла свою винтовку с твердым желанием комбата застрелить. Потому что покосили десант. Ну, это уже 43-я Ильтигенская операция, да, наверное? Да. Вот. И вот как раз там она и была тяжело ранена, и на этом ее карьера кончилась. Да, и следует подчеркнуть, что все же именно с подразделений отдельных, например, как говорится, снайперская рота резерва главного командования, его в природе не существовало. То есть были позиции снайперские в войсках, и на них и использовались вот эти снайперы одного выстрела. А вот чтобы были некие вот как дивизионы тяжелых орудий, которые таскают с фронта на фронт. Вот такого не практиковалось. И где начинал человек воевать, то он с какими-то плюс-минус из одной дивизии. Да, чаще всего, например, тот же Охлопков. Он как воевал в одном полку, так в этом полку дошел, как говорится, до границ Восточной Пруссии. Ну да. Применительно к немцам. Наиболее результативным был такой человек по имени Матиас Херцнауэр, уроженец Тироля из 3-й горноегерской дивизии. Она длительное время была под Ленинградом, в общем, тоже побывал на статичном участке фронта, но его счет, он заметно ниже, чем счета наших снайперов. У него 345.
так сказать, как называется, заявок, если Ну да. использовать такое более точное определение. Следующий за ним идет Зепп Алленбергер с 257, то есть довольно большим отрывом от лидера. И надо сказать, что и тот, и другой использовали карабин 98К. А кроме того, Алленбергер длительное время ходил с винтовкой Мосина. Мне неоднократно попадались фотографии МГ-34 или МГ-42, на которых стоит оптика. Это блажь или... Не, ну вообще говоря, у МГ-34 и МГ-42 на станке штатно была оптика. Это... То есть просто вот... Но для высокой точности стрельбы, более того, есть Максимы, у которых в щитке окно овальное, и тоже стоит оптика. Это просто стрельба на дальней дистанции с пулемета. Это не снайперский огонь, хотя, как ни странно, пулеметы применялись для снайперского огня, когда брался ручной пулемет ДП, и сгибалась из жести специальная вставка, лоточек, и одним патроном стреляли на большую дальность, потому что пулемет под 10 килограмм веса, тяжелый, тяжелее винтовки, устойчивый, на сошках, и можно поражать цель, пусть и с открытым прицелом. То есть оптику ставить не пытались? Оптику ставить не пытались. Опять же, например, на оружии большой мощности, там, противотанковое ружье. Вот, казалось об бы, этом я хотел да. тоже. Проблемой было то, что противотанковое ружье большая отдача, большое могущество выстрела, и оптика просто не выдерживала. Кроме того, тут для снайпера противотанковое ружье это было оружие самоубийцы ввиду того, что у него был дульный тормоз, который поднимал облако пыли, снега и всего, что только можно, и видимо издалека. Поэтому в позиционном фронте это было оружие самоубийцы. Хотя, в принципе, эпизодически противотанковые ружья и нашими, и немцами использовались при стрельбе по пулеметным расчетам, которые находились за щитками, за какими-то прикрытиями, но это носило эпизодический характер. И вот современные, вот то, что бариты, до них уже додумались, то есть Зайцев, он предлагал, вот, как говорится, как человек опытный, он предлагал крупнокалиберные снайперские винтовки. Но, тем не менее, практического разрешения тогда не нашло. Сейчас уже есть крупнокалиберные снайперские винтовки, которые активно применяются для стрельбы на сверхбольшие дистанции. Тогда это были только проекты, задумки, но, тем не менее, с противотанкового ружья с открытым прицелом опытный стрелок тоже мог поразить и сквозь стену, и сквозь какое-то прикрытие, и сквозь щиток. Но это, опять же, это было исключение. Обобщая, стоит сказать, что СССР был без преувеличения лидером по использованию снайперов на фронте. Это касается и довоенной подготовки, и технической, то есть специальное оружие, и тактической, и сам масштаб применения снайперов. Можно там вспомнить Финляндию, но Финляндия, она не дала тех масштабов, которые дал Советско-Германский фронт, и вот это лидерство в области снайперов, оно, несомненно, оказывало не только практическую пользу в выбивании солдатов и офицеров противника, но